А ты в курсе, что в этом месяце Триалам исполняется 10 лет? Триалам? Кому? Тем, кто способен всегда играть бесплатно. Кто ставит новые рекорды, непринужденно получая удовольствие. Твинкам, что в 20 уровнях нашли свою изюминку. Путешественникам в высокоуровневом, реально опасном для них мире. Дружному и тесному сообществу. Скрытно живущему среди нас. Игрокам стартовой версии World of Warcraft. Они уже знают о нас, а ты? Не, я ж на классике играю. Тогда садись рядом, тебе будет что послушать. Я играю в World of Warcraft уже 10 лет и последние годы уделил именно стартовой версии. К самому понятию создания твинков я пришел не сам, совершенно случайно познакомился с персонажем по имени А5. Он играл на Орде за 310 левела на БГ в брекете 10-19. В начале Легиона универсальность на данном уровне при особом желании могла достигать до 200%, поэтому он с легкостью мог дуэлиться против 50-х уровней. Когда я это увидел, то заинтересовался и мы быстро сдружились. По совету моего нового товарища я создал охотника, на котором и играю по сей день. В середине Легиона баг с универсальностью пофиксили, и мы перешли на 20 уровень. Должен признать, что разница между 19 и 20 уровнем меня удивила. Круг моего общения стал шире, мы уже не стояли в дуратаре, ожидая прок на БГ, активно ганкали тернистую долину. Дальше я встретился с Гулданом, который еще больше втянул меня в 20-й брекет. Нет, это другой Гулдан. По истечению короткого времени я уже знал о существовании Триалленда, русского триального форума, знал о YouTube-каналах про 20-х твинков и стримеров. Одним из таких был Квей. Когда я услышал о нем, мне уже тогда пришла идея о PvP в открытом мире на 20 уровне. Квей стримил WoW 2 раза в неделю, и к его стримам я набирал людей, чтобы драться против Альянса. Потом это вошло в некую традицию, и мы старались собирать одинаковое количество народа и договариваться заранее о месте. На самом деле таких сражений было много, но особенно хочется выделить битвы в Нордсколе и Пылающих степях. О, кстати, в одной из таких я участвовал лично. Забавно. Несмотря на то, что я играю на этом брекете почти с самого его зарождения в Катаклизме, пришел я сюда так же, как и ты, совершенно случайно. Своего Адагер я планировал качать как обычного персонажа, но встретил в шторме одну дринейку с ником Дория, у которой на 20 уровне был фамильный шмот и куча почетных побед. Мы с ней хорошо сдружились, она рассказала, что тут и как, и понеслась. Закрытость каты, уютные посиделки в рейд-коле, первые врывы гильдий, таких как Браво в Пандарии, дренорские и легионские шаблоны на БГ, БФАшные эпики и вот теперь Shadowlands. Я застал все это. На самом главном были и остаются игроки, с которыми я играл и играю до сих пор. Бывали и те, с кем я спонтанно встречался даже в реальном мире. Да, Гитстак? Так что никакие баги, никакие сломанные классы не заставят меня уйти с брикета, пока есть сообщество, с которым можно весело проводить время на полях боя. Поддерживаю. Для меня именно сообщество – главная причина твинковать в WoW. Саму по себе идею твинкования я открыл для себя еще во времена ЛК. Тогда я создавал персонажа, одевал его во что попало, потом удалял и качал заново. Но это было скорее просто баловство, нежели полноценный твинкинг. К выходу Катаклизма я, уставший от игры на высоких уровнях, не хотел тратить на нее столько времени, как раньше. Узнав о том, что разработчики изменили пробную учетную запись, я решил посмотреть на это. Сейчас я уже мало что помню, кроме того, как по очереди изучал каждую профессию, пытался получить шляпу рыболова и соло полутать великого мастера арены Грубаши. В общем, всячески пытался извлечь максимум из того, что предлагала пробная версия WoW. Не могу сказать, что меня так уж сильно захватывал дух приключений от того, что я путешествовал по миру игры и переоткрывал для себя ее аспекты с какой-то новой, менее очевидной стороны, или то, что меня увлекал фарм труднодобываемых итемов, как какой-то вид особого фетиша в игре. Да, в этом была какая-то романтика и вызов для игрока, но этого челленджа не хватило на то, чтобы удержать мой интерес. Ну и по причине дальнейших жизненных обстоятельств я забросил игру на долгие годы. Позже, из чистого любопытства, я заскочил в игру во время припатча Легиона, того самого ивента, в котором нужно было отражать атаки демонов по всему Азероту, за что можно было получить очень хороший для триала и не только гир. Но в конце концов вновь ушел из игры. Все из-за бесконечных очередей на БГ, а также системе шаблонов, в которых роль играл только итем-левел персонажа, а не статы на шмотках с чарками, которые тогда вообще не работали. В общем, после этого я уже и не планировал возвращаться в игру, но волей случая, а это правда кроме как случайностью больше ничем не назвать, я запустил игру под начало битвы за Азерот. Прокнув на ВСГ, я познакомился с Престом, которую звали Телешок. Она же в свою очередь познакомила меня с людьми, с которыми я играю по сей день. Тогда-то и
и начинается моя история знакомства именно с комьюнити брекета и переходом к учетной записи, которую называют ветеран. Ну и как итог, впоследствии все это привело к созданию ингейм сообщества Discord сервера Trial Exploit. Вы вот говорите о комьюнити, форумах. Помню, как 17 лет назад я начинал играть вообще один. В ранние времена зачастую приходилось создавать левые аккаунты с пригласительными кодами, чтобы поиграть, если не удавалось оплатить американский или EU аккаунт, что относительно похоже на твинководство. Когда WoW появился в России, я сел на нем и до сих пор играю на постоянной основе на максимальном уровне. Но когда 28 июня 2011 года появилась стартовая версия в той форме, в которой мы ее знаем и любим, я почти сразу же сделал твинка, чтобы иметь персонажа на случай, если денег на подписку временно не будет. Я играл один, не знал ни про какие сообщества, проверяет реальный World of Warcraft на прочность в целом для себя. Так было примерно до Легиона, когда я впервые вышел на контакт с остальными триалами. Честно, я не помню как именно, но вроде я увидел 20-х в открытом мире и пообщался с ними. Затем я присоединился к Дискорду Trial Exploit и стал полноценным участником комьюнити триалов, знакомясь с новыми для себя людьми. А ко мне твинкование вообще пришло в самый худший период в истории игры, в патче 6.2. Именно тогда я принялся исследовать мир по ту сторону Элвинского леса, на персонажа 20 уровня. Много времени я тогда проводил в Нордсколь, в крепости Отваги, мечтая однажды выйти наружу, прорваться через нерубов 68 уровня и добраться таки до величественной ледяной короны. И вот, в один прекрасный день, милый маг 100 уровня по имени Димасик встретил меня и спросил, что я делаю в этой локации. Через питомца я попросил его прошептать мне личным сообщением. Благодаря этому я сумел рассказать ему о своей мечте, и добрый игрок незамедлительно призвал двуместного песчаникового дракона. Вместе мы облетели драконий погост и ледяную корону. А когда он поместил меня на вершину самой цитадели, задал вопрос. Товарищ Дрик, неужели тебе нравится бесконечно здесь умирать? Нет, без сомнения, ответил я. Это место для меня не предназначено, мобы слишком сильные. Без тебя я не исполнил бы свою мечту. И тогда он сказал, рано или поздно у тебя появится новая цель. И часто придется достигать ее без помощи таких, как я. И пусть ты всего лишь 20 уровня, не прячься, вступай в бой. После такой пафосной речи он сделал мне последний подарок. Открыл портал Вечно Цветущий Дол и показал мне, что отсюда я смогу выдвинуться в любую точку Варкрафта. И затем исчез навсегда. К сожалению, мы забыли добавиться в друзья. Шли месяцы, и я встретил двоих необычных твинков. Рейсера и Белого Рыцаря с сервера Седогрим. И уже вместе, втроем, мы начали идти к намеченной цели, узнавать, что скрывается в хай-левельных локациях. Спустя годы, полное множество приключений, 25 марта 2019 года мы создали гильдию отвергнутых и забытых. И понемногу искали тех, кто разделял наши интересы. Постепенно получилось познакомиться с невероятными людьми, такими как Чиндо, Глеб и Тантара. С кем довелось провести много времени вместе, что в игре, что в Дискорде. Совсем недавно нам удалось закрыть большинство доступных подземелий 30 и 35 уровней. И в планах все еще остается рейдинг. От себя могу сказать главное правило. Если что-то получает урон, это всегда можно убить. Триалы всегда были в тени актуального и платного контента. И до сих пор мало кто знает, почему здесь на стартовой версии World of Warcraft можно получать не меньшее удовольствие. Этот канал посвящен именно нам, а данное видео прекрасно послужит фотоальбомом для игроков триального брекета. Так что призываю наше сообщество рассказать свои истории, как вы попали на 20 уровень. С юбилеем вас, триалы!